Сегодня хочу поговорить с вами о 6 причинах, почему у вас постоянно нет сил и куда делась на самом деле ваша жизненная энергия. Мне кажется, эта тема крайне важна для современного человека, потому что энергия– это главный ресурс. У вас могут быть цели, планы, время, амбиции, но если нет энергии, все это теряет смысл. Пока вы не научитесь управлять своей энергией, вы не сможете стабильно добиваться результатов. Чтобы управлять своей энергией, нужно понимать, какие ее виды существуют. У человека есть 4 основных типа энергии: физическая, эмоциональная, ментальная и духовная. Физическая энергия базовая, она является фундаментом для всех остальных энергий. Эмоциональная энергия отвечает за чувства, радость, любовь, удовлетворенность жизнью. Ментальная за концентрацию, мышление и решение. Духовная за смысл, внутреннюю опору, веру и вдохновение. Сегодня я сознательно не углубляюсь в физическую энергию, потому что с ней относительно все просто. Сон, питание, движение, витамины. Большинство из вас и так знает, что делать. А вот эмоциональная энергия самая сложная и самая уязвимая. Именно ее дефицит чаще всего приводит к выгоранию, апатии и потере интереса жизни. Эмоциональная энергия формирует наше ощущение полноты жизни. Она появляется из нескольких источников. Во-первых, из достаточного уровня физической энергии. И если вы хронически устали, голодны или не высыпаетесь, позитивных эмоций будет меньше или вообще не будет. Во-вторых, из-за позитивных эмоциональных ситуаций, смеха, радости, впечатления, удивления. В-третьих, из людей, которые создают положительный настрой, улыбку, обнимание. В-четвертых, из тех чувств, которые вы сами себе поддерживаете. В-пятых, из вашего отношения к миру. Пока вы не поменяете внутренние установки и взгляд на жизнь, управлять эмоциональной энергией будет крайне сложно. Существует 4 ключевых способа работы с энергией. Первое– сокращение потерь. Второе– более эффективное использование уже имеющейся энергии. Третье– грамотное восполнение. Четвертое– расширение энергетического потенциала. Но начинать всегда нужно именно с устранения утечек. Потому что если энергия постоянно уходит, никакое восполнение вам не поможет. Теперь перейдем к 6 основным причинам потери эмоциональной энергии. Итак. Первая причина– неправильный образ жизни, недосып, плохое питание, отсутствие движения, без физической базы, эмоциональная энергия не удерживается. Вторая– это страхи, негативные мысли, тревога о будущем, сожаление о прошлом, хронические страхи незаметно, но постоянно, которые высасывают энергию, лишают человека способности расслабиться и радоваться. Третье. Неэффективное поведение– это отсутствие баланса между работой, личной жизнью и отдыхом, а также незаконченные дела и незакрытые гештальты. Они постоянно удерживают внимание и забирают огромный объем энергии. Работа по 15 часов в день чаще всего говорит не о героизме, а о низкой эффективности. Задача не работать больше, а работать умнее. Как в примере с дровосеком. Выгоднее точить топор и искать новые инструменты, чем бесконечно махать тупым топором. Четвертая причина– неправильные отношения. Встречи, после которых вы чувствуете себя выжатым лимоном, неясное ожидание, эмоционально тяжелое общение. Очень полезно вести такой простой дневник дел или отмечать, что приносит энергию или кто приносит, а кто ее отбирает. Пятое– это зависимости и страсти. Это социальные сети, азартные игры, бесконечное потребление, клиповое мышление. Они создают иллюзию отдыха, но на самом деле усиливают опустошение и прокрастинацию. И 6 причина– это внешние факторы. Хамство, критика, агрессия, злость, зависть окружающих и своя. Вы не можете управлять поведением других людей, но можете управлять своей реакцией. Именно реакция определяет потерю энергии или ее сохранение. Причин утечек гораздо больше, но даже работа с этими 6 уже способна существенно облегчить. А что вам повышает вашу энергию? Может быть, музыка или танцы?